Всех приветствую, дорогие друзья, на канале PayComaker. С вами, как всегда, я, Михаил. Начинаем следующую новостную неделю по таким играм, как Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator. Мы рады сообщить вам, что с обновлением 1.52 будет предоставлен новый игровой модуль для Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator Driving Academia. Это бесплатное обновление будет включать в себя набор сценариев, которые, как мы надеемся, научат наших игроков кое-чему о вождении и маневрировании грузовиком веселым и увлекательным способом. Мы осваиваем новую территорию, вдохновлением многолетними отзывами игроков, которые рассказали нам, что наши игры могли им постичь основу уважения грузовиков. Многие использовали игру, чтобы получить представление об управлении грузовиком и прицепом, научиться маневрировать и давать задний ход. Имея это в виду, мы решили сделать еще один шаг вперед, предоставив серию заданий, специально разработанных для улучшения и расширения этих навыков. Driving Academia поможет игрокам научиться управлять грузовиком от базового вождения до навигации по сложным трассам и сложным маневрам, парковки с подробным объяснением в виде инструкции по вождению, включая схемы, указатели и управление. Схемы, указатели и направления. Этот новый игровой модуль представит вам различные сценарии возрастающей сложности, в основном на инструкциях, данных реальным студентам. Мы также хотели бы дать водителям возможность анализировать свой драйв, поэтому мы также внедрили новую функцию воспроизведения в этом игровом модуле. Как мы уже упоминали выше, мы тестируем возможность Driving Academy, но если мы получили положительные отзывы от нашего сообщества, то в будущем мы хотели бы продолжить создавать дополнительных сценариев и специальных заданий, с которыми реальные водители грузовиков могут столкнуться на дороге. Наша мечта состоит в том, чтобы этот игровой модуль предлагал более глубокое понимание как процесса вождения грузовика, так и основных систем, а также того, как их следует использовать, но до этого еще далеко. Мы также планируем изучить этот новый игровой модуль в наших прямых трансляциях, создавать специально поясняющие видео, также рассматривать эту тему в блоге, объяснив наши мыслительные процессы и производственные трудности. Так что следи за нашими каналами, чтобы не пропустить этот эксклюзивный контент, который также позволяет вам взглянуть за кулисы. Не забывайте подписываться на нас в социальных сетях, Twitter, Instagram, Facebook и YouTube. Мы надеемся, что вы оцените эту новую функцию, получите удовольствие от нее в выпуске и, возможно, даже узнаете что-то новое о грузоперевозках. А пока счастливых путешествий. Мы рады поделиться с еще одной частью головоломки, изготовившейся расширение карты Греции для Euro Truck Simulator 2. Сегодня мы хотели бы показать вам несколько красивых церквей и святынь, которые являются неотъемлемой частью древней истории страны. Наша команда проделала отличную работу по моделированию этих удивительных архитектурных жемчужин для дополнения Греции, черпая вдохновение из реальных локаций, таких как собор Панкратора в Ликсуре, церковь Панагии и церковь Святого Дионисия в Аргостолеоне. Церкви не только являются невероятной частью архитектуры страны, но и имеют давние традиции и активно используются, поскольку почти все население Греции религиозно. Помимо церквей по всей Греции вдоль дорог можно найти множество святилищ. В этих мелких ящиках иногда выполненных в виде миниатюрных часовень или церкви, обычно говорит лампадка, а также есть изображения святых и цветы. Эти святилища служат разным целям, например, для поминовения жертв дорожных транспортных происшествий или для того, чтобы пригласить прохожих на молитву. Мы надеемся, что вы с нетерпением будете ждать возможности увидеть эти церкви и святыни во время вашего путешествия по всей жемчужине Средиземного моря, когда оно выйдет. Помните, что контент, показанный на скриншотах, которые вы здесь видите, все еще находится в разработке и может измениться до выхода финальной версии. Если вас заинтересовало дополнение, добавьте Греция DLC в свой список пожеланий Steam. Не забывайте следить за новостями, подписывайтесь на нас в Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, чтобы получить все последние обновления. Удачных путешествий. Ссылочка на Грецию будет в описании данного видеоролика. А если вы хотите узнать о разных раздачах на разных площадках
или вот на приложении iOS и других разные промокоды, разные игры, разные площадки, разные халява, то присоединяйтесь к моей группе «Ну просто халявы». Ссылочка находится в описании данного видеоролика. Тут каждый день модерация данной группы, в том числе я лично, вас радует разными халявами. Ранее в этом году мы объявили, что объединились в Western Star Tracks для Star Challenge Expedition 2024. В этом блоге вместе с нами Western Star Tracks и членами сообщества Star Challenge у двух счастливых игроков в American Truck Simulator был шанс выиграть полностью оплаченную поездку в Бенд, штат Орегон, и принять участие в этом незабываемом событии, которое выпадает раз в жизни. К сожалению, первоначальную дату переведения Star Challenge Expedition 2024 пришлось отменить из-за распространения лесных пожаров в этом районе. В результате Western Star в сотрудничестве с местными властями, пожарными и шерифами приняли решение отложить мероприятие, чтобы обеспечить всеобщую безопасность. Объявлена новая дата. Мероприятие пройдет с 27 по 30 сентября. И сегодня мы рады представить двух участников из нашего сообщества ТС, так что давайте познакомимся с ним. Но сначала мы напоминаем вам, что в чем суть этого удивительного события. В самом сердце дикой природы штата Орегон компания Western Star Tracks в прошлом году провела первый розыгрыш Star Challenge Expedition для 8 счастливчиков, ставших первыми в своем роде в индустрии грузоперевозок. Этот дикий, наполненный адреналином опыт, наполненный грузоперевозками, выловлением на хлыстов, развлечений на квадроциклах и других приключениям, посвящены всему, что делает Western Star и сообщество Star Challenge особенными. Изюминкой мероприятия, несомненно, является экскурсия за кулисы на испытательный полигон Daimler Trucks Hard Denge в Мадрасе, где в прошлом году они приняли участие в испытаниях Ultimate Driving Challenge, доведя грузовики Western Star серии X до предела возможностей. Этот год не будет исключением. Как мы уже упомянули выше, Western Star пригласили нас принять участие в Star Challenge Expedition 2024, а также выделила 2 места в команде из 8 счастливых членов нашего сообщества American Truck Simulator. Наши друзья из Western Star получили множество заявок несколько недель назад, они выбрали победителей. Мы очень рады встретиться со всеми ними, особенно с 2 представителями нашего сообщества. Коннором и Бренданом. Страсть Брендана к грузоперевозкам уходит корнями в его детство. Я был одержим этим с детства. Я всегда играл с игрушечными грузовиками, возили повозки по всему двору, говорит он. Это раннее увеличение перенесло в полмасштабную одержимость грузовиками, что привело его к открытию мира АТС и карьеру водителя. С 2019 года Брендан был заядлым игроком, который привлекал тщательно проработанные детали игры и захватывающего окружения, которое реалистично воспроизводил реальный опыт грузоперевозок. В АТС Брендан выбрал автомобиль Western Star 490 EX, вдохновленный его теплыми воспоминаниями о том, как в детстве он катался на грузовика своего отца, очаровательный его культовым дизайном и надежностью. Брендан с энтузиастом воссоздал свой любимый грузовик в игре, используя моды для улучшения своих виртуальных приключений на грузовиках. Преданность Брендана грузоперевозкам распространяется не только в АТС, но и на его профессиональную жизнь, где он проводит большую часть своего времени в дороге, преодолев километры в качестве профессионального водителя грузовика. Увлечение Коннору АТС началось с оригинала Евротрак Симулятор, когда ему было всего 12 лет. Было что-то в открытой дороге и звуках двигателя грузовика, что всегда побуждало меня играть больше, вспоминал Коннор. В виртуальном мире АТС Коннор вводит свой любимый грузовик Western Star 57X, наслаждаясь плавностью хода и комфортом при дальних поездках. Культовый логотип грузовика занимает особое место в сердце Коннора. Он перекликается с ним. Это то, с чем он себя тоже доставляет. Помимо игр, Коннор ценит АТС за ее способность продолжить временное отвлечение от рутины повседневной жизни, а также за возможность погрузиться в роль владельца оператора, участвуя в виртуальных автоколоннах и взаимодействуя с обществом коллег-энтузиастов грузоперевозок. Мы хотели бы поблагодарить Western Star Tracks за эту замечательную возможность стать частью этого приключения вместе с членами нашего сообщества American Truck Simulator. Внимательно следите за Facebook и Instagram Western Star, а также за нашими Twitter, Instagram, YouTube
Twitter, Instagram, YouTube и Facebook, чтобы не пропускать ни одной новости с выставки Star Nature Expedition 2024, на котором также будет присутствовать Немеру и Марк из нашей команды. Приготовьтесь отправиться в незабываемые приключения. У нас есть еще один предварительный просмотр расширения карты Миссури для нашего лучшего сообщества когда-либо. На этот раз мы хотели бы показать вам некоторые из новых моделей, над которыми работают наши разработчики, активов, в котором вы найдете разбросаны по карте в этом предстоящем дополнении. Вы также прочтете о том, как они с нуля готовили модели для их окончательного проектирования. Имейте в виду, что представленные здесь модели не единственный новый ресурс, над которым мы работали, и что это дополнение все еще находится в стадии разработки. Среди множества других моделей мы с гордостью показываем вам эти красоты вдохновления реальную локацию в различных частях Миссури, такими как Центр исполнительских искусств Джефферсона, церковь Джеплин, статуя в Кирксвилле, вводное сооружение Святого Иосифа или пешеходный мост в Ролле. Но это еще не все. В общей сложности мы собрали более 350 новых моделей только для этого расширения карты. Вам интересно узнать, как создаются все эти модели? Наши талантливые разработчики ресурсов работают над ними от первого наброска до финального дизайна. Как вы можете видеть на первом изображении ниже, сначала они собрали базовую модель без деталей и текстур, которая служит заполнителем для дополнительных настроек. После этого они приступают к изменению геометрии и добавлению деталей. На этом этапе важно иметь общее представление о структуре модели, что позволяет им изменить форму и детализированные элементы. На изображении ниже вы можете увидеть модель в режиме затенения, без текстур, с добавлением каркасового вида. Это показывает, как структурирование модели и как различные участки модели соотносятся друг с другом. Последний шаг — нанести текстуру и окончательные настройки. Теперь вы можете увидеть окончательный вид модели, готовый к использованию в различных приложениях. На самом первой картинке в этом блоге вы также можете увидеть окончательный вид этой модели в игре. Мы надеемся, что вы с нетерпением ждете в дополнении Миссури. Если не забудьте добавить его в список пожеланий Steam. Не забывайте подписываться на наш Twitter, Facebook, Instagram и YouTube, чтобы не пропустить ни одной новости о Mercantile Simulator. До следующего раза, счастливых путешествий. Ссылочка на Миссури будет в описании данного видеоролика. Желаете меня поддержать? Не забывайте подписываться на мой буст. Вы увидите мои слезы, мои огорчения, просто веселый, прекрасный контент неудачных фейлов моментов. Ссылочка находится в описании данного видеоролика. Сегодня мы рады выпустить новую серию нашей серии Сетут Роуд. Присоединяйтесь к нам в Ахене, Германии, поскольку нам представлена особая возможность поближе познакомиться с революционными прицепами Chrono Trailers, которые недавно были добавлены в качестве бесплатного обновления к дополнению Chrono Trailers Pack для Euro Truck Simulator 2. Присоединяйтесь к Немеру, нашему менеджеру по связям с общественностью и маркетингу в СЦВР, и Абдулле Джаберу, генеральному директору и управляющему директору Династия, с которой они перейдут вас гидом по прицепу Chrono Trailers и обсудить его разработку, дизайн, функции и спецификации. Мы гарантируем, что из этого выпуска вы узнаете несколько новых интересных фактов о будущих прицепах. Ссылочка на этот выпуск будет в правом верхнем углу экрана. Мы очень благодарны команде Chrono Trailers за разрешение снять это видео и поделиться им с вами, а также и за их гостеприимство во время нашего визита. Мы надеемся, что вам понравится просмотр этой серии, и благодарим вас за поддержку этой серии. Если вам понравилось видео, обязательно подпишитесь и поставьте лайк. И оставьте ответ, так как мы будем рады услышать ваши комментарии. Скоро увидимся в следующем выпуске, а пока продолжайте есть. Ну, на этом я с вами тоже попрощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте план действий, которые видите прямо на ваших экранах. Именно лайк, колокольчик, подписка на канал. Всем пока.